Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. Спасибо большое, что смотрите мои видео, делитесь ими в соцсетях, подписывайтесь и ставите лайки, от которых в буквальном смысле зависит популярность канала. Если вы смотрите это видео, значит ищете решение проблемы. Баклажаны плохо растут, хоть в открытом грунте, хоть в теплице, хоть на подоконнике. Кусты мелкие, цветов практически нет или очень маленькие, а некоторые даже почему-то и опадать начали. Значит, вопрос стоит ребром. Чем подкормить баклажаны, чтобы они хорошо пошли в рост, нарастили зеленую массу и, наконец, начали обильное плодоношение? Или продолжили уже начатое и стали завязывать наши любимые баклажанчики? Хочу заметить, баклажан очень требователен к плодородности почвы. Учтите это на будущее. Подготовка участка для высадки этих овощей должна включать основательные органические удобрения, и не только. Но об этом поговорим в следующих видео. А сейчас, если баклажаны плохо растут, ситуацию надо спасать буквально неотложно. Чтобы эти овощи хорошо себя чувствовали на вашей грядке, помимо хорошей предварительной подготовки грунта перед посадкой, надо сделать минимум 2-3 питательных корневых подкормки и 1-2 внекорневых для подпитки макроэлементами. Что любит баклажан? Конечно же, полноценные комплексные обеды. И азот, и фосфор, и калий, и серу, и магний. Для наращивания пышной зеленой массы, если ваши баклажаны еще не плодоносят, целесообразно подкормить легкими минеральными удобрениями, стимулирующими рост. На 10 литров теплой воды возьмите 1 литр перегноя, 20 грамм сернокислого аммония, в котором до 21% азота, 20 грамм суперфосфата, заранее замоченного в 1-2 литрах теплой воды для лучшей растворимости, и 20 грамм сернокислого калия. Сернокислый калий можно заменить 1 стаканом древесной золы. Для кислых почв это будет очень удачная замена. Перемешайте полученную водную суспензию до однородности и подкормите каждый куст баклажанов из расчета 1 литр питательной подкормки на одно растение. Если сульфата аммония под рукой не оказалось, его можно заменить мочевиной или карбамидом. Это удобрение имеет схожий состав по азоту. Вот схема подкормки баклажанов для лучшего роста. 1 литр перегноя, 20 грамм сернокислого аммония или мочевины, 20 грамм суперфосфата, 20 грамм сернокислого калия на 10 литров воды. Если вы решили сделать только органическую подкормку баклажана, схема может выглядеть так. 1 литр перегноя или подготовленного куриного помета, 1 стакан древесной золы на 10 литров теплой воды. Как подготовить птичий помет для корневых подкормок, я рассказала в одном из своих видео. Ссылку на него оставлю в описании. По мере роста баклажанов, примерно через 2 недели, когда уже начнут завязываться плоды, следует подкормить кусты баклажан полноценным комплексным удобрением, содержащим в одинаковых количествах и азот, и фосфор, и калий в дозах от 16 до 20%. Как вариант, это может быть нитроамофоска или азофоска или нитрофоска, что в принципе одно и то же. Она содержит азот, фосфор и калий в равных количествах по 16%. На 10 литров теплой воды возьмите 20-30 грамм минерального комплексного удобрения, хорошо растворите и подкормите каждый куст баклажанов из расчета 1 литр на одно растение. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей смогли его увидеть. Иди сюда. Ты ешь. Иди есть. Иди. Иди. Нынки. 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 Иди не шагай. Иди. Спасибо за просмотр!